Как правильно подключать колонки к усилителю? Бананом, лопаткой или просто голым проводом? Что такое бивайринг? А что такое биампинг? И в завершении этого видео я покажу вам самый лучший аудиофильский способ соединения проводов. Банан является самым удобным способом подключения колонок к усилителю. Берете обычный банан, готовый провод, подключаете к усилителю. Второй конец точно таким же образом подключаете к колонке. Все, соединение готово. С лопаткой то же самое. Основное отличие соединения лопатка от соединения банан в том, что банан выпирает сзади усилителя на 5-6 сантиметров. А если провод тугой, как, например, вот этот, то расстояние сзади усилителя может понадобиться и сантиметров 10, чтобы не перегнуть провод. При подключении лопатки обязательно обратите внимание, чтобы лопатка была заизолирована, потому что лопатка может сдвигаться ко второй лопатке, и они могут замкнуть. Тогда ничего хорошего наверняка не случится. Голый провод – это всегда дешево и всегда сердито. Обязательно обратите внимание, чтобы вот такие вот распутанные, запутанные и окислившиеся концы проводов были отщипнуты. Теперь мы зачищаем специальным инструментом. И, пожалуйста, наш провод для подключения колонки к усилителю готов. Когда голый провод подготовлен, конечно же, подключаем к усилителю и к колонкам. Вставляем в клеммы, зажимаем минусовой контакт. То же самое делаем с плюсовым контактом. Обязательно следим, чтобы плюс был подключен к плюсу, минус к минусу. Следите, чтобы зажимы зажимали только провод и не зажимали изоляцию. Зажим изоляции нам не нужен, нам нужен только зажим провода. Какие плюсы подключения голым проводом? Во-первых, голый провод не требует никакого габарита за задней стенкой акустики либо усилителя. Во-вторых, у вас нету никаких трат на приобретение бананов либо лопаток. Иногда бананы и лопатки могут быть довольно-таки дороги. В-третьих, у сигнала не создается дополнительной помехи, потому что когда мы подключаем наши колонки и усилители с помощью банана либо лопатки, да, это удобно, но возникает дополнительный элемент на пути сигнала, и аудиофилы это могут слышать, ощущать и быть недовольны. Какие минусы? Конечно же, окисление провода. Поэтому время от времени нужно отсоединять провода, проверять его качество, если необходимо, отщипывать окислившиеся концы и соединять заново. При подключении акустики и усилителя провод может разойтись, и тогда вот эти вот маленькие ворсинки совершенно спокойно могут наделать бед с другим контактом и вызвать замыкание. Это будет нехорошо. Мало того, что вы потеряете качество звука, вы еще можете потерять свою аудиосистему, потому что она просто может сгореть, если она винтажная, либо неисправна. Исправно, конечно же, просто отключится и не будет работать. Если вам очень хочется поиграть в самодельщиков, то добро пожаловать. На premiumhifi.lv вы можете приобрести бананы, лопатки, все что угодно. Вы можете приобрести провода со скидкой 10%, используя промокод premiumhifi10. И тогда вы можете заняться соединением бананов, лопаток и проводов самостоятельно. Это очень увлекательно. И делается очень просто. Берем провод, отщипываем концы, которые нам мешают, которые разлохматились. Соединение должно быть чистым. Зачищаем провод от оплетки. Я обычно беру 9 мм. Почему? Сейчас объясню. И затем вставляем в наш банан. Дело в том, что я не рекомендую полностью зачищать провод и вставлять его в банан, потому что таким образом оба зажима будут зажимать провод, и они не будут зажимать изоляцию. Из-за этого с вашим проводом может произойти такая история,
что через какое-то время использования, вот, кстати, хороший провод, хорошие бананы, но он полностью зачищен и зажат. И провод начинает вот так вот некрасиво выступать, разлохмачиваться. Нельзя сказать, что это прям уж совсем ужасно, но это просто некрасиво. Поэтому мы отщипываем 9 мм, вставляем провод в банан. И таким образом получается, что один зажим зажимает изоляцию, а второй зажим зажимает провод. И у нас получается очень, во-первых, хороший контакт. Во-вторых, у нас зажат как провод, так и оплетка. Таким образом мы можем шевелить наш провод сколько угодно. У нас ничего не разлохматится и ничего не испортится. Вот пример провода, который я использую уже года 3. Я его года 3 назад собрал именно по такому же принципу. У него зажата оплетка одним винтом и провод, сердечник, зажат вторым винтом. Но обратите внимание, это очень тугой провод. Inacoustic Air Atmos, что ли он называется. И несмотря на то, что я часто делаю различные соединения, ничего с ним не произошло. Потому что у нас держится в банане и оплетка, и сам провод. Лопатка соединяется точно так же. Берем качественную, красивую, хорошую лопатку. Вставляем подготовленный провод в лопатку. Смотрите, он у нас зашел полностью. Один зажим зажимает оплетку. И второй зажим зажимает провод. И смотрите, какая красота у нас получается. Все чисто, красиво, качественно. Теперь пришло время показать самое безумное аудиофильское соединение. Дело в том, что любое препятствие на пути сигнала портит сигнал и негативно отражается на качестве звука. На примере колонки Reflector Audio Stage. Это у нас сейчас бета-тест. Мы ее тестируем, что как будет звучать. Она фазолинейная. Она уже с ровной АЧХ. И обратите внимание, акустический провод подключен непосредственно к фильтру в обход акустических терминалов. Это сделано для того, чтобы избежать помех на пути сигнала. Второй конец провода тоже голый. На нем нету никаких ни бананов, ни лопаток, ничего. И именно таким образом Reflector Audio Stage подключается к усилителю. Если вы любите хардкор, то, я думаю, вы без проблем разберете свою колонку и подключите ее в обход акустических терминалов. И если вы прожженный аудиофил, я вам гарантирую, вы точно услышите, что звучать стало гораздо лучше. Ну что ж, дорогие друзья, пришло время рассказать вам, что такое B-вайринг. B-вайринг – это двухпроводное подключение. B – 2, wire – провод, два провода. Как это происходит? На колонке нам необходимо снять перемычку, которая соединяет мидбас с твиттером. Затем берем один провод и подключаем к клеммам усилителя. Плюс к плюсу, к минусу. Второй провод подключаем к тем же клеммам. Плюс к плюсу, минус к минусу. Я использую довольно-таки нестандартный метод подключения. И зажим, и банан. Ну, просто для того, чтобы показать вам принцип. И подключаем к клеммам колонки. Один провод у нас идет на верхние частоты. И второй провод у нас идет на мидбас. Никакого улучшения в качестве вы, скорее всего, не услышите. Но я так пробовал делать много раз, и все, что я слышал, это разницу, но не улучшение. Но если вы являетесь человеком с суперслухом, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы описываете улучшение звучания по B-вайрингу. Плюсы подключения в том, что уменьшается сопротивление ваших проводов, ведь их сечение увеличивается. И чисто теоретически искажений на пути сигнала должно быть из-за этого меньше. Какие еще плюсы?
Ну, я даже не знаю. Наверное, самовнушение, что у вас теперь бивайринг. Теперь давайте разберем, что такое биампинг. То же самое B2 амп усилитель. Два усилителя на одну колонку. Это схема, в которой каждый усилитель работает на один динамик. Один усилитель работает на мидбас, и второй усилитель работает на верхние частоты. Давайте покажу, как это подключается. Провода у нас уже остались колонки подключенными от бивайринга. Поэтому берем провод, который подключен на колонке к твиттеру, и подключаем к нижнему усилителю. Берем второй провод, который у нас уже подключен к мидбасу, и бананчики подключаем к клеммам второго усилителя. Теперь наша колонка подключена с помощью биампинга. Какие плюсы? Ну, во-первых, каждый усилитель усиливает свой динамик. Таким образом, увеличивается, конечно же, общая подача мощности на всю колонку. И, конечно же, уменьшается количество помех, которые динамики оказывают друг на друга, подключенные одним или двумя проводами, но к одному усилителю. Таким образом, получается повышение общего качества системы. Способ подключения биампинга – это уже настоящая аудиофилия. Но биампинг – это еще далеко не все, дорогие друзья. Например, в колонке рефлектор аудио Square 2, мониторной, референсной, фазолинейной акустики с ровной АЧХ используется 3 ампинг. На динамике работают 3 усилителя. 2 усилителя усиливают звук на мидбасовых динамиках, которые расположены по краям. И третий усилитель работает на твиттер, который расположен в центре. Таким образом, интерференция сопротивления динамиков сводится на нет, потому что каждый усилитель отвечает за свои динамики. Это очень круто. Но 3-ампинг это еще не самое безумие хай-энда. Бывает 4-ампинг, 5-ампинг и более ампинг. Например, когда я был на хай-энд в Мюнхене, я слышал систему, которая работает с 10 усилителями мощности. 5 усилителей работают на правую колонку, каждый усиливает свою полосу, и 5 на левую. У каждого из этих усилителей свой блок питания, и мы получаем уже 20 блоков. Затем идет 2 цифроаналоговых преобразователя по одному на канал, и у каждого цифроаналогового преобразователя свой блок питания. Конечно же, источник. И у нас получается, что для качественного воспроизведения звука нам надо просто стена всевозможной аппаратуры. А если, например, вы хотите слушать не стерео, а смотреть кино в 5.1, то просто вам надо всему обставиться блоками, и тогда вы, конечно, улетите в аудио-нирвану. Напишите, пожалуйста, в комментариях, каким способом подключения пользуетесь вы. Давайте подведем итог. Самое лучшее соединение – это чистое, плотное, надежное соединение без лишних деталей. Если вам нравится, вы можете сделать это самостоятельно. Если хотите, можете купить готовые кабели на premiumhifi.lv и обязательно воспользуйтесь промокодом premiumhifi10, чтобы получить вашу законную скидку 10%. Ну а теперь, как я и обещал, я покажу вам самое лучшее аудиофильское соединение проводов. Иногда бывает так, что проводов нам категорически не хватает. Что же тогда делать? Надо их соединять. Пайка для аудиофилов это вообще не камильфо. Это ведь получается лишний слой свинца, олова, возможно даже аудиофильского, на пути сигнала. А это очень плохо. Аудиофильское сообщество не одобрит. Берем провод, зачищаем его от оболочки. Так, чтобы у нас осталось сантиметра 4 для работы. Когда провод зачищен, ни в коем случае не скручивайте его. Он должен быть просто распушенным, но не скрученным. Затем складываем, так, чтобы осталось немножко места, таким крестиком. И делаем 1 оборот. Этого достаточно. Затем концы кабеля обкручиваем вокруг проводов.
У нас получается самая лучшая аудиофильская скрутка на свете, потому что контакт плотный, все провода четко между собой соединены. Если вам не нравится вот этот вот клубок меди, то берем синюю изоленту. Я думаю, что у каждого нормального мужика, который смотрит канал Premium Hi-Fi, есть дома синяя изолента. И изолируем. Но если хотите что-нибудь поцивильнее, берете термоусадочную трубку, надеваете и делаете термоусадку. На самом деле такой тип соединения не является аудиофильским. Это авиационная классическая скрутка, которая соединяет провода лучше, чем пайка оловом или свинцом, или чем там паяют, я не знаю. Такой способ соединения выдерживает все. Морскую воду, холод, жару, ветер, натяжку, растяжку, всевозможные движения. Ничто не может эту скрутку, в принципе, повредить. Повредить можно только весь провод целиком, но никак не скрутку. На этом все, дорогие друзья. Меня зовут Аркадий Зенин, я являюсь основателем Premium Hi-Fi. Если вы находитесь в Риге, то заходите к нам в гости, и да пребудет с вами сила правильного для вас звука.